Всем привет! Очередная посылка с AliExpress. Это дверной звонок. На упаковке информация краткая с моделью его, с описанием. Возможность есть заказать данный дверной звонок с картами памяти. Поддерживает карты памяти до 128 гигабайт. Можете сразу выбрать на странице продавца карту памяти и заказать для дверного звонка. Или же можете заказать без карты памяти. Дверной звонок будет, то есть комплект будет дешевле. Свою дома установите. Такой вот дверной звонок. Чем он интересен? Тем, что это двухдиапазонная модель. Поддерживает Wi-Fi 2,4 ГГц и 5 ГГц. Возможность питания звонка. Так, открываем. Открываем, да. Возможность питания звонка от двух аккумуляторов по типу 18650. Можете из комплекта использовать аккумуляторы. Заявлено 2 аккумулятора, имеют емкость 5200. Можете установить свои сюда аккумуляторы, проверенные, например, с какой-то большей емкостью, ну по 3400 Panasonic как вариант. Соответственно, время звонка работы от аккумуляторов будет больше, чем больше емкость аккумуляторов. Но также есть возможность подключить из комплекта кабель уже готовый и подать через него питание, кажется, 5 вольт или 12. Вот это точно нужно уже узнавать. Вот контакты, вот клеммки и винты. Все есть готовое. Подаете питание от блока питания. Кому это нужно? Или от аккумуляторов работаем, или от блока питания. Вариант с подключенным блоком питания и аккумуляторами нужно будет также проверять. То есть такой себе бесперебойник, я думаю, должно работать. Пропадает электроэнергия, блок питания отключается от сети 220 и звонок работает на аккумуляторах. Это очень решение такое неплохое для такого вот устройства. Также в комплекте идет шестигранник небольшой, все крепежные элементы, винт запасной какой-то, не запасной, а это черный небольшой вот винт идет. Крепление фиксации звонка в посадочном месте в его. Вот сюда закручивается и фиксируется звонок. Это все пластик. Пластиковые элементы. Скажете, да любой поломает, заберет. Такая, если металлический будет, что думаете, не поломает, не заберет. Вот вандала нет защиты, так сказать. Рассчитано это на то, что в нормальных местах будет установлен. Это устройство перед дверью где-нибудь. Имеет инфракрасный датчик, который будет срабатывать на подходящего человека к дверям на расстоянии примерно 10 метров. Тот вариант, когда устройство может засыпать и работать в режиме сна. В режиме экономии аккумуляторов. Видит движение, ИК-движение датчик в пределах 10 метров, активирует камеру. Камера активируется, присылается вам уведомление в приложение Tuya. И вот это устройство работает с приложением Tuya. Умный дом Tuya, у кого есть, кто уже развивает этот умный дом, это устройство подойдет к вам. Различные сценарии там можно создавать. Пишите по поводу сценариев, кто какой сценарий в умном доме Tuya создал и как это все работает. Различные там устройства, датчики пожарные, затопление, ну чего там только нету. Кабель идет также в комплекте. USB, micro-USB. Обычный вот кабель. Ну, скорее всего, для подключения зарядки. Ну, еще есть вот, да, вариант. Значит, смотрите, я понял. Вариант подключения зарядки аккумуляторов и работы возможен от 5 вольт через USB разъем. Здесь также кнопка сброса к заводским установкам присутствует. Если нужно, можете сбросить. Подключаем микро-USB, второй конец кабеля USB в ваш 5-вольтовый зарядник, блок питания, зарядное вашего смартфона. Заряжаются аккумуляторы, ну и плюс при этом работает звонок.
Также в буфере будут стоять аккумуляторы. Блок питания зарядил их, отключился. Работает от аккумуляторов. По мере надобности блок питания подзаряжает аккумуляторы. А по 12 вольтам вот используем вот эту вот систему. На странице продавца, в общем-то, так и прописано. Слот под карту памяти указан где. SD-карт. И отметка, как ее туда устанавливать. Вон там карта памяти. С завода идет предохранительная такая проставка, чтобы аккумуляторы не высаживались. Кнопка вызова. Подошел человек, вызывает, активируется переговорное устройство. Говорим, человека слышим, одновременно человек говорит с вами. Не в режиме рации, а в режиме в онлайне. По вашим просьбам создал группу чат в Телеграме для общения и помощи по теме видеонаблюдения. Переходите, присоединяйтесь. 2-мегапиксельный вариант. И широкий угол заявлен около 110 градусов. Это очень классно и актуально для таких устройств. Широкий угол. Беспроводной дистанционный вызывной такой динамик. Включаете его в розетку в коридоре. За дверьми у вас звонок установлен. Человек приходит, нажимает кнопку, отсюда звучит мелодия. Кнопка замены мелодий и кнопка регулировки громкости. Все просто. И отсюда звучит у вас звук, который вы поставите. Аккумуляторы, по-видимому, идут с платой защиты. Или с имитацией, или с платой. Тут точно не скажу, без разборки не увидишь. Бывает просто имитация платы защиты. Ну, хотелось бы, чтобы был с платой защиты. Характеристики по аккумулятору, ну, скорее всего, правдивые. 2600 мАч, 3,7 вольт. Также и этот аккумулятор из одного комплекта. Есть возможность установки как с платой защиты, так и без. Хотя, наверное, нет. Именно вот этот бортик с этой стороны не даст нам установить аккумулятор без платы защиты. Наклейка, и на наклейке серийный номер устройства, вся полезная информация, QR-код. Слот для карты памяти находится здесь, и устанавливаем, как нам показано на оттиске. Без снятия аккумуляторов карту памяти не получится. Защелкнуть ее и достать проблем не будет, не нужно ничего применять более. И устанавливаем аккумуляторы. На дне коробки также имеется инструкция. Хорошая инструкция, цветная. Все понятно, где, откуда что скачивать, как подключать звонок и спецификация по звонку. Вся нужная полезная информация, кому интересно. Не забывайте с объектива убрать наклейку транспортировочную. Вот я ее снял. Многие не снимают, забывают. И, понятно, через пленку картинка будет не такая четкая и качественная. Все, скачивайте приложение на смартфон. Приложение Tuya доступно и для андроидов, и для айфонов. Tuya Smart. Отличное приложение. Регистрацию проходите. И будет ваш личный кабинет с вашими устройствами. Те, которые есть, у вас будут показаны, что в сети. Вот у меня сейчас работают датчики дыма. Wi-Fi датчики дыма. Отдельное устройство. То есть один датчик может полностью присылать мне уведомления. Могу я заходить на него, смотреть его состояние зарядки аккумулятора. То есть Tuya пока радует своим функционалом. Устанавливаю аккумуляторы. Уже без... Кстати, для работы хватит и одного аккумулятора. Ну, чем больше аккумуляторов, тем больше емкость, понятно. Никакой... уже загрузка пошла. Уже такой металлический звук, голос робота. И уже можно подключать устройство. Устройство также подключается, как любая Wi-Fi камера с приложением Tuya. Плюс список устройств ваш, зашли плюс, жмем добавить устройство. Здесь момент, ищем камера и замок. Камера и замок. И здесь есть у нас умный дверной звонок. И есть умный дверной звонок двухдиапазонный Wi-Fi. Именно его выбираем.
Жмем следующий шаг, подтверждаем, слышали или мигающий, видели или слышали звук. И вводим пароль Wi-Fi роутера доступа. Жмем далее и получаем QR-код, который нужно показать устройству. И я так понял, уже все. Так быстро. О! Вот уже и все. Видим по состоянию светового индикатора. Услышал звуковой сигнал. В общем-то все. После первого звукового сигнала уже можно было сжать. Услышал сигнал. И процесс показан был, что и как добавляется. Smart Video Doorbell успешно добавлен. Жмем завершено. Или же тут можно тут же сразу поменять его имя, как захотите. Или потом можно зайти все это сделать. Сразу нас перебрасывает на устройство. Видим видео со звонка. Видим информацию по заряду аккумулятора, что очень классно. Высокое разрешение или SD формат стандартное разрешение можно менять. Скорее всего от качества интернета, откуда вы будете заходить. Заходите с плохого мобильного интернета, будет вас сразу автоматом ставить в плохом качестве. Очень широкий угол. Просто видит звонок, просто все. Широченный угол. Вот я рядом практически его держу с собой. Рыбьего глаза как такового нету. Но если близко к лицу поднести, ну будет эффект такого вот гоблина. Если близко. Ну это нормально. Это дверной звонок, дверной глазок. Задержка практически, видите, минимальная. Вот я его вращаю. И минимальная задержка. Так, по звуку давайте послушаем, что по звуку. Раз, два, три, четыре. Переговорное устройство на высоком уровне. Дальше я не продолжаю, потому что сейчас начнется фон. Два устройства рядом будут фонить. О, можно так резко приближение сделать. Можно такой зум использовать, цифровой. И главное, ничего лишнего нету, смотрите. Сделать снимок, посмотреть в альбоме, включить запись. Это запись не на карту памяти, а запись на папку смартфона. Вот запись пошла. Идет время у вас, какую-то короткую запись сделать. В смартфоне сохраниться. И сразу тут же поделиться. Например, из другого вы города заходите, и вам нужно срочно сделать запись. Видите вы что-то и хотите записать, сохранить. Клик, записали, сохранили, и у вас оно в смартфоне, не на карте памяти, а в смартфоне. А на карту памяти сохраняется по тем моментам, которые вы задаете в настройках. И тут вот раскрываем, ну Туя радует своими вот этими быстрыми настройками, что возможностью вызова быстрых основных настроек. Воспроизведение на карту памяти, заходим, галерея, то что вот я вам записал только что. Цвет темы темную ставим, кому что нравится, или светлую. Ночной режим, автоматически выключить включение. А что тут есть? Светодиод какой-то? Не замечаю я, ну посмотрим дальше. А ну, включение. Ясно. Сразу черно-белый переходит. И, я так понял, выключается подсветка. Подсветка, выключается кнопки. То есть незаметным делается звонок. И да, активируются инфракрасные светодиоды. Вот их видно. То есть вы можете даже перевести звонок принудительно. Если вдруг в подъезде плохая освещенность на лестничной клетке. А вам нужно вот в такой режим перейти. В цвете, ну плохо, например, там начал он показывать. То есть есть возможность у вас или автоматически поставить, или же выключить вообще ночной режим. Очень классно вот эти управления ночными режимами принудительно. Громкость устройства, нифига себе, даже возможно регулировать громкость динамика. Скорее всего, да. Средний уровень чувствительности, датчик, ИК-датчик. Регулируем ИК-датчик движения. Низкая чувствительность, высокая. В зависимости там, где уже на месте. Или выключение его вообще. Это очень классно. Выключили, не тревожит вас камера никоим образом. Получается, что выключили и все. Сирена, запускаем. Появляется кнопка. Вот так. Ну, например,
нужно обратить внимание, привлечь кого-то внимание. Сирена есть. Редактировать. Ну, меняем местоположение. Тут уже это по умному дому. Меняем. Редактировать именно нужные значки ставить. Тут нужно разбираться, точно не скажу. Не буду лишний раз умничать. Облако. Есть облачный сервис. 30 дней бесплатно. Дальше платите в зависимости от количества сохраненных дней, которые вы выбрали. Чем больше дней сохраненных выберете, там 3 дня, соответственно, дешевле, 7 дней дороже, месяц, если хотите, чтобы сохранялась запись на облаке, соответственно, платите дороже. Настройки основные. Информация об устройстве. Поддерживать совместимы Amazon Echo, Google Home, Alexa. Все эти системы с Tuya совместимы также. Mi Home, кажется, тоже. Ну, какая-то там, какие-то вопросы есть. Кто знает по этой теме, пишите в комментариях. Основной набор функций. Индикатор состояния. Опа, выключили. Опа, включили. Переверните экран. Понятно, вдруг кверх ногами звонок вы поставили, там можно перевернуть. Режим разговора, двухстороннее аудио. Вы и ваш собеседник можете говорить одновременно. Пожалуйста, все, поставили, отлично. Функция инфракрасного, опять же, то, что я вам показывал, но уже в основных настройках. Громкость есть, режим работы, или непрерывно, или же устройство будет засыпать, когда рядом с ним нет движения. Сейчас меня видит инфракрасный датчик, мое движение, ИК тепло, и постоянно в работе. Ушел я, он уснет. Пришел я, увидел, проснулся, пишет на карту памяти и присылает уведомления на смартфон. Настройка оповещения при обнаружении. Обнаружение человека. Ну, скорее всего, имеется в виду, ну как человека. Ну, инфракрасное тепло. Вот это нужно пробовать. Скорее всего, силуэт человека, ну, камера не распознает, а может уже и распознает. Smart Video Doorbell has detected human body. Движение человека, уже приходит вот уведомление. Переключил я, скорее всего, клацнул туда-сюда настройку. Датчик движения, регулировка опять же. Ну, основные значки и настройки вон там, где я вам показывал. Настройка хранилища. Карта памяти. Карта памяти 32 поставил 29.11. Извлечь, форматировать. Давайте отформатируем. Именно в устройстве, если получили вы звонок и не заказывали карту памяти, свою установили, форматните именно в устройстве свою карту. Настройки записи. Именно, смотрите, запись вот где на карту памяти. Не там, что вы некоторые включают многие, и я включаю, а на карту не пишет. Вот где нужно зайти и настроить, и он будет автоматически писать по вашим настройкам. Можно выключить вообще запись на карту памяти, или же запись событий, или непрерывная запись. Запись событий именно вот по сработке ИК датчика движения. По графику также можете поставить свои графики. Утром не писать с такого-то по такое-то время, или же наоборот, там ночь не писать, или ночь писать, день не писать, ну, в различные варианты. Облачное хранилище. Заходите, загружается вся информация. Что тут к чему, если честно, я не разбирался. Может, придет время, разберусь, но пока не интересно. Обратная связь, то есть интересующие вопросы, общий доступ к устройствам поделиться, добавить на главный экран. Обновление. Нет доступных обновлений. Удалить устройство из вашего аккаунта. Если хотите кому-то презентовать, удалили. Человек подключил в свой аккаунт. Все четко, все отлично. Tuya вот радует. Tuya радует вот этим своей понятливостью, функциональностью и легкостью. Ну и приходом уведомлений также. Это немаловажно. Уснуло устройство. Вот просыпается. Момент просыпания. Погасла полностью подсветка. Но, как вы видели, можно ее и отключать. Просыпается устройство по движению. Свернул я приложение, не шевелюсь, устройство уснуло. Давайте проверим, посмотрим, как будет это работать. Приходит уведомление вот с такой вот скоростью. Потом свернут у меня смартфон. Свернутое приложение приходит на Apple Watch, на часы. You have a visitor, Smart Video Doorbell
someone is... Нажал на кнопку, короче, чувак нажал на кнопку. Вот. Что мы сразу получаем? Список устройств. В профиле здесь есть тревожное уведомление. Ну, соответственно, вы видели, от кого приходила тревога. Заходим на звонок. Звонок видели, погас. То есть опять перешел в режим сна. Активировать его можно также, зайдя на приложение. Заходите на приложение, автоматически активируется звонок, даже если он спал. Просыпается. Вызывной динамик. Включаю в 220 розетку его. На каком расстоянии работают они? Ну, не на большом. Учитывайте, что, ну, я не знаю, наверное, метров 10, скорее всего, без преград. Ну, нужно пробовать мелодии, которые есть. Тут их множество, все по стандарту. Нажимаем, выбираем нужную и фиксируем. Также громкость выбираем. Одно нажатие, есть беззвучный режим, просто мигание световое. Может, кому нужно, при вызове будет просто мигать значок синий. Начиная с максимальной, средний уровень, низкий, еще ниже и беззвучный. Вот так. И мелодии. Остановимся на одной из этих. И как это работает. Звук и отсюда слышен. Сработал звонок. Человек ждет обратной связи. И тут слышен. И сюда пришло уведомление. Нажата кнопка. А вот по движению приходит уведомление, что движение определил звонок, силуэт человека. То есть несколько видов уведомлений будет. И приходит уведомление. Подключаю к зарядному устройству 5-вольтовый блок питания 2-амперный. Зарядная от смартфона обычная. Кабель также можете использовать свой, не обязательно вот этот из комплекта. И включаю в розетку 220. Здесь есть индикация, подсвечивается, что зарядка идет. Скорее всего, поменяется индикация по результату зарядки до полного заряда аккумуляторов. Наверное, будет синим светить. Ну, или белым, скорее всего, синим. И хочу посмотреть информацию по... Да, также и на смартфоне в приложении есть у вас информация о том, что идет зарядка аккумулятора. Процентное соотношение меняется в процессе зарядки. И также видно, что зарядка идет. Очень классно, все информативно. Есть возможность говорить и слышать, если выключаем звук на смартфоне, а оставляем трубку включенной. То можно только говорить в смартфон, и человек будет слышать. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Ну, неплохой звук. Неплохой звук. Немного, как бы, наверное, тиховато, но, не знаю, нужно пробовать уже на месте, потому что вот тут, когда все рядом, плохо. Но четкость есть. Нету такого, что слова неразличимы. Четкость нормальная, вот есть, можно понять 100%. Двухсторонняя связь, тут немаловажно в этом устройстве, и она работает отлично. Отличная ночная картинка со звонка, ну просто супер. Угол просто широченный. Широкий угол будет захватывать вашу всю лестничную площадку, или где-то вы там его установите. Смотрите, еще есть вариант вот использования этого звонка, как просто домашние камеры автономной Wi-Fi. Не надо вам его использовать перед дверью, например. Вы его сняли, аккумуляторы установлены, понесли в любую из комнат, установили, и там он у вас работает как обычная IP-камера со встроенными аккумуляторами Wi-Fi. Очень классно, двухдиапазонный Wi-Fi, 5 ГГц также поддерживает. Задержка минимальна. Я там на видео наговорил, специально на звонок показывал вам.
На что обратил внимание, что задержка практически минимальна. Заслуга, наверное, 5G Wi-Fi этого диапазона. Отлично, практически задержки нету. Вот в прямом эфире смотрю себя, потому что в комнате темно, ориентируюсь именно по картинке со смартфона. Проверяю сейчас звук, как пишет. Нахожусь где-то сейчас, наверное, в сантиметрах 10 от объектива звонка. И проверяем засветку лица. Регулируются ли инфракрасные светодиоды в зависимости от приближения человека. Ну, как видите, засветки сильной лица нету. Немного есть, конечно, но это уже слишком близко. Вот я впритык подхожу. Я думаю, что так никто не будет заглядывать. Вот нормальное расстояние, скорее всего, а то и так, от звонка. Угол широченный. Просто угол широкий. Очень радует. Захватывает все. Это вот лайк. Тут класс. Очень классно. Принудительно поставил цветной ночной режим. Никакого дополнительного освещения нету. Посмотрите. Шумы есть. Но в комнате практически темно. Все зашторено. Ничего не видно. Но звонок видит, о чем говорит, что неплохая светочувствительная матрица и светосильный объектив установлен. То есть это все подтягивается. При минимальном освещении у вас на лестничной клетке камера может работать, этот звонок может работать в цветном режиме. Очень удобно также выбирать ролик с карты памяти и загружать его в папку смартфона. Вот я что сейчас и делаю. Выбрал ролик, просмотрел его и загружаю его полностью. Вот отрезок между желтыми полосами загружается в папку смартфона. Это с карты памяти. Карта памяти установлена в звонке, и вы это можете делать удаленно через интернет из любой точки мира. Главное, чтобы звонок вещал в интернет, был подключен к Wi-Fi и вещал в интернет. Загрузка завершена. Проверить час в галерее. Давайте проверим. В альбом перекинула и проверяю ролик, который записан по тревоге, ну и по человеку. С предзаписью, как видите. Предзапись имеется. Запись пошла до появления человека. Внимание, что Ого. Задержка практически минимальна. Заслуга, наверное. Отличное аудио. Этого диапазона. Ну и отличная, как видите, картинка. Задержки нету. Вот в прямом эфире смотрю себя, потому что в комнате темно, ориентируюсь по... Супер. И да, очень удобно, приходят уведомления разные. То есть по силуэту человека и по нажатию кнопки. То есть нажал, уведомление приходит по нажатию кнопки. Разные уведомления. Нравится работа. Очень стабильно и классно работает звонок. Привязка к Wi-Fi. Понятно, что первое, что вы должны учитывать, это недалеко от Wi-Fi роутера. Это Wi-Fi устройство, как обычная Wi-Fi IP камера, сигнал Wi-Fi. Чем лучше, тем стабильней работа. Очень классно. Задержка минимальная, тоже понравилась. Приход уведомлений, ну не моментальный, но вот секунда-две и пришло уведомление. Это тоже очень классно. Приложение супер, умный дом. Или же вы можете использовать просто вот одно устройство. Будет оно у вас в списке устройств как одно устройство. Подписывайтесь на мой канал в Telegram. Там уже я продаю этот звонок. Кому нужно, в Украине по закупочной цене Алиэкспресса. Заказал, показал вам видеообзор, проверил его работоспособность, комплектность и продал вам по закупке. Все просто. Переходите на Telegram-канал. Telegram-чат по видеонаблюдению. Также QR-коды вам оставляю. А вы переходите, и тут же вас перекидывает в чат по видеонаблюдению. Коллективное общение. Помогаем друг другу. Новички, более опытные, адекватные общаются в этом чате. На канал в YouTube также подпишитесь, ставьте лайки, помогайте продвигать видео, соответственно развивать мой канал. Чем больше я развиваюсь, тем я больше вам показываю интересного, ну и делюсь с вами, продаю по закупочной цене. Всем удачи и до следующих видео.